села Чуру-Барышево нашли вот такой родничок с очень вкусной водой и вот так вот классно оформленный в виде самоварчика. Конечно же, набрали баклажку воды и попили как следует. Так, вот, просмившиеся планы. Сейчас посмотрим этот памятник, потом заезжаем в столовую, первую попавшуюся, которая будет выглядеть не слишком пугающе. Там едим, едем на Казан, гуляем, сколько у нас хватит сил еще, потому что мы уже упарены, не спавшие и слегка раздраженные от этого чудесного города, на который у нас были большие надежды. И потом валим в ночь из Казани, где-нибудь в пригороде, найдем какой-нибудь отель, ну, минимальные требования, чтобы там был душ и кровати. Заночуем там и утром уже не будем ни по какой Казани гулять, потому что мы пока в нее заедем, это будет час-полтора. Пока пройдемся, это еще там 3-4 часа, что расстояния большие. А потом еще надо будет и выехать, и потом еще проехать 360 километров до Кумен. Ну, в общем, это все нереально. Итого. Сейчас смотрим, едим, потом еще чуть-чуть смотрим, пока не стемнеет. И срочно едем в какой-нибудь придорожный отель. Приехали такие на Казан. Благодаря тому, что подкрепились, и у нас немножко как-то настроение чуть-чуть улучшилось. Сейчас будем любоваться панорамами. Мелковато все получается. Один Казан только как раз вот под этот широкоугольный объектив рассчитан. Набрались мы на вершину Казана. Это 9 этажей. 200 рублей обошлось на человека, взрослый билет. Ну вот, здесь замечательная смотровая площадка на самом верху. По ней пройдемся, смотрим панорамы. А Наташечка стоит, наблюдает, усталая, но довольная. Скульптура сказочного зверя женского пола. А вот еще самец. Вот это вот Министерство сельского хозяйства. То есть оно тут каким-то просто располагает неимоверным влиянием. Скромный Казанский Кремль по сравнению с ним вообще ни о чем. Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан. Завтра, да не, нормально. Набрались таки на Казанского Кремля. На ночь глядя уже.
надо отдать должное, что вход на территорию Кремля все-таки бесплатный. Экскурсии платные, там доступы в музей все-таки платные, но вход просто зайти, посмотреть, побродить совершенно бесплатно. Впервые что-то бесплатное на сегодняшний день. Без подсветки уже вообще ничего снимать не получается. Все подсвеченные здания выглядят весьма празднично. Вот это знаменитая падающая башня, построенная якобы при Иване Грозном. Какой там татарской принцессы. Вот и знакомое нам уже Министерство сельского хозяйства с зеленым куполом. Славик спрашивает, нагулялись ли мы. Все, мы идем на выход. Сейчас найдем машину и быстренько куда-нибудь чухнем искать ночлег. Потому что надо купаться, спать, есть торт, который мы еще в Сызрани купили с утра. И вообще, дело не в проворот. А завтра еще и ехать надо будет дальше. День 4, 27 сентября. Вырвались из Казани, заехали в городок Арск. Казань, ну не понравилось. Огромный мегаполис со всеми минусами, присущими мегаполису. Какая-то та же самая Москва, только с некоторым татарским орнаментом, какой-то восточной попыткой показать пышность. Ну, не понравилось, не знаю. Движение ужасное, ездить на машине просто не рекомендуется. Стоянки все платные, забитые. Ну, побывали. Вот. В Арск заехали, купили здесь чак-чака, накупили местных тортов. Интересные торты очень. Трубочки из теста сделаны, они наполнены смесью сухофруктов, курага, чернослив, изюм. Все это залито кремом, сахар, взбитый со сметаной. Вот. И еще отдельно купили меренговый рулет. Ну, это взбитый воздушный крем белковый, запеченный, а в середине начинка из малины. Ну, сейчас будем, конечно, пробовать. Заехали в город Балтаси, или по-татарски Балтач. На родничок, выпить водички. Целый день только едим и едим, а никак это не запиваем пока что. Все в каких-то мосточках, деревянные мосточки повсюду, блин, туда-сюда. Шезлонги, блин, позагорать можно, зеленая травка. А вот где-то тут и родничок должен быть, а вот и вот и родничок. Ну, что-то написано, надо потом перевести. Это значит
Вот родничок. Это родничок нормально. Да, это такой краник. И даже вот такой протокол химического исследования воды. Вот так. Все по-серьезному. Не могли проехать мимо снопов и тючков сеном. Полное поле их. Все разбрелись по полю и фотографируются. Фотосессии колхозными мотивами. О, Да. Хорошо. Давай-ка, давай-ка еще немножко. О, слушай, хорошо пошла, блин. Отлично. Настоящая колхозница. Вот тут уже пошла дорожка, вот такая как раз как хотелось. И загруженная совершенно. Повсюду березы, елочки, блин. Едешь, просто отдыхаешь. Раз то, что надо. Вот такую дорожку мы себе и хотели. Наверное, она такая будет сейчас идти до самых Умен. Заехали в город Уржум и вдруг увидели вот такую красоту. Хотя уже, конечно, опаздываем, но не смогли не остановиться, чтобы заснять. С каждой стороны по-своему выглядит красиво. Ну, видно, что старая. Ну, совершенно еще крепенькая. Выглядит заброшенной. По-моему, даже она не действующая. Сейчас мы со всех сторон ее обойдем. Посмотрим. Странно. Такая красота. Почему-то заброшена. Вот тут есть, кажется, с этой стороны вход. Ну, двери все закрыты с всех сторон, но вот тут вот сейчас почитаем, что-то написано. Может, она и рабочая. Свято-Троицкий кафедральный собор. Ну, закрыто все. Ну, Тут написано, вот, что когда расписание, праздник. То есть это рабочий собор, но он по определенным дням работает такой, по праздникам. ну, с близкого плана он не смотрится. Вот Зай говорит, что тут что-то написано. А, да, расписание богослужений Свято-Троицкого собора. То есть он, получается, не каждый день просто. Ну, блин, очень красивый, впечатлил. Здорово, что мы заехали, увидели его издалека и заехали. Уржум это такая деревенька, тут повсюду такие добротные постройки.
царского времени. Вообще не думали останавливаться. Но вот, конечно, заметили этот соборы. Да тут на каждом шагу, бля. Все в этих каменных, кирпичных зданиях хорошего такого качества, сохранности. Здоровски. Достаточно большой был город, наверное, где-то в 1900-х годах. Вот, Да, это расписание его. то есть мы сегодня раньше закрылся, потому что суббота. Так бы, если бы мы в будний день, он бы был открыт в это время. Да нет, там внутрь можно было заходить. Ну, да. Не, он просто, ну... Вот он еще раз. Вот мы идем в машине, тут, ну, реально, да, все. Какой-то был такой уездный город. Палат там белокаменный повсюду. До сих пор стоит. Добротные царские постройки. О, напоследок ставни, запертые какими-то амбарными замками. Вот уже совсем было, хотели уезжать, потому что уже опаздываем. Вон что, такой домик заметили, не смогли его проехать мимо, запечатлеть хотя бы каратенько. Вечер 5-го дня, целый день ничего не снимали, не получилось, были в гостях, вышли на берег реки Вятки, город Киров, он же Вятка, гуляем, охлаждаемся. Хорошо. Двадцать 9 число, сегодня шестой день нашего увлекательного путешествия. Вчера ничего не снимали, были в гостях, было не до этого, ели, что-то пили, общались. Из попробованных местных блюд, конечно, впечатлили оладушки с рыжиками солеными, со сметаной, очень вкусно. Попробовали, заехали в Вятку, ну, в Киров, нынешний город. Попробовали, очень понравилась продукция молококомбината, Вятушка торговая марка. И мороженое вкусное, и кефир, и йогурт, ну, прям отличное качество. Пиво попробовали Вятского завода. Хорошее, но по моим меркам достаточно крепкое, то есть где-то там 5-6%. Сегодня постараемся поснимать побольше. Едем сейчас с Кирова в Кострому. До связи. В Кировской области едем, вот много попадается таких заброшенных домиков совсем. Что-то ранее не видели. А здесь вот достаточно много. Дальше проедем, поснимаем что-нибудь. Здесь вдоль дороги полно этих заброшенных зданий. Все очень выглядит, конечно, сказочно, так посмотреть со стороны. А еще вот рябина. Рябин тут тоже очень много, яркая.
На вкус, правда, ужасно терпкая и кислая. Пойдем дальше. Тут еще когда-то был видно домик. Да, рябина при нем так хорошо разрослась. Такие вот заброшенные станки былой цивилизации. Остановились передохнуть. Трасса на Кострому, с Кирова на Кострому. Вот она вот вся такая вот красивая, но немножко однообразная. Зайдем в лесополосу, смотрим, что здесь растет. Сосенки, елочки, конечно же, березки. Ну, вот тут растительности красиво, просто все нашему глазу непривычно, столько зелени, растений. Наша поездка выглядит примерно вот так всю дорогу.